наверняка знаете легенду о том, как на свет появились юты – легковые автомобили с грузовым кузовом. Якобы в самом начале 30-х жена одного из австралийских фермеров написала в австралийское подразделение Ford письмо, в котором просила создать автомобиль, на котором по воскресеньям можно было бы ездить в церковь, а по понедельникам возить свиней на рынок. И Ford создал такой автомобиль. Им стала модель 1934 года купе Utility, то есть утилитарное купе. Отсюда и произошел термин «ют», обозначающий тип транспортного средства, имеющего два характерных признака. Во-первых, в основе юта лежит легковая платформа. Во-вторых, кузов такого авто интегрирован с кабиной, а не является отдельным элементом, как на традиционных легких пикапах. Впрочем, последнее правило соблюдалось далеко не всегда. Абсолютно все австралийцы уверены в том, что ют – это чисто австралийское изобретение, а их непосредственным изобретателем стал молодой дизайнер из Ford Австралия по имени Луис Бент, который первым догадался приделать интегрированный кузов к передней части фордовского купе, получив тем самым легкий грузовик с открытым кузовом и закрытой кабиной. Историю фордовских ютов я уже рассказывал в выпуске про Ford Ranchero, а в этом видео мы подробно остановимся на истории таких машин от другого крупного австралийского автостроителя – компании Holden. Компания Holden была основана еще в 19 веке в Мельбурне британским иммигрантом Джеймсом Александром Холденом. Поначалу она занималась производством сёдел и сбруи, а затем, что совсем неудивительно, перепрофилировалась на импорт легковых и грузовых автомобилей в Австралию. К началу 20-х годов века 20-го фирма уже освоила сборочное производство американских автомобилей Ford, а в 1924-м главным, но не единственным партнером Holden стала корпорация General Motors. Австралийская компания также собирала автомобили около десятка других европейских и американских марок, таких как Остин, Крайслер, Хиллман или Уиллис Оверленд. Но когда Великая депрессия добралась до Зеленого континента, финансовое состояние фирмы ухудшилось до критического уровня, и в 1931 году GM выкупила все активы Holden, превратив компанию в свое австралийское подразделение, впоследствии наделив его существенной долей самостоятельности. Поначалу, однако, Holden выпускал только GM-овские модели, адаптированные для местного рынка. Были среди них и юты Chevy, дебютировавшие под знаком 1935 модельного года. Chevrolet купе Utility продолжали выпускаться вплоть по 1952 модельный год включительно, однако еще в 1951 в продажу поступил самый первый ют марки Holden. Собственно говоря, самый первый легковой автомобиль марки Holden появился лишь 3 годами ранее, в 1948-м. От этого года и идет отсчет истории компании Holden как австралийского автопроизводителя. Думаю, не открою большого секрета, если скажу, что австралийцы – это уникальные люди. Они живут с другой, южной стороны земного шара, и поэтому они ходят на головах и вообще живут вверх тормашками. Говорят, что так легче держаться за землю, чтобы не упасть на небо. А еще говорят, что австралийцы самые умные, потому как у них все идеи сразу стекают в мозг. Видимо, только этим и можно объяснить любовь австралийцев к ютам, а также тот факт, что в австралийском автопроме отсутствует понятие модельного года, как во всем остальном мире. Вместо него к названию каждой модели добавлялся буквенный индекс, чаще всего двухзначный, причем каждый конкретный индекс совсем не означал какой-то конкретный модельный год. Обычно жизненный цикл модельного индекса составлял от 1,5 до 3 лет. Самое удивительное то, что технический апгрейд или внешний редизайн модели совсем не обязательно приводит к смене модельного индекса. В общем, система обозначений в австралийском автопроме весьма запутанна и сложна. Австралийцы, что с них взять? Итак, первый ют Holden появился в январе 1951 года и получил модельный индекс FX. Сама модель относилась к 50-й серии и называлась Holden 502106 Utility. Однако базировалась она на основе того самого первого седана 48-й серии, появившегося в 1948 году.
Holden FX получился едва ли не идеальным автомобилем для своего времени. Легким, прочным, чрезвычайно функциональным и к тому же довольно симпатичным с виду. От седана Юту досталась колесная база в 216 см и 2,2-литровый шестицилиндровый двигатель серии Грей. Мотор выдавал 60 лошадок и 136 ньютон-метров крутящего момента, работая в паре с трехступенчатой несинхронизированной коробкой передач с переключением на рулевой колонке. В передней подвеске использовались двойные рычаги с винтовыми пружинами, а задний мост с листовыми рессорами справлялся с грузоподъемностью в 350 кг. Тормоза были барабанными на всех 4 колесах. В начале 1953 года старые рычажные амортизаторы заменили на более современные телескопические, а задние рессоры усилили. Грузоподъемность увеличилась до 375 кг. Вся вместе эта подвеска получила имя Air Ride. Она серьезно улучшила комфорт и управляемость первой генерации ютов Holden, которые все еще использовали индекс FX. В октябре того же 1953 года случился внешний рестайлинг. С технической точки зрения модель не изменилась, но зато она получила новую радиаторную решетку в американском стиле, а вместе с ней и новый модельный индекс FJ. Уже спустя 2 месяца после дебюта FJ появилась новая модификация кузова – панельный фургон. Он предложил 2,3 кубических метра закрытого грузового пространства и грузоподъемность в 336 кг. Прежде чем в 1957 году Юту и фургоны FJ были заменены на новые FE, они успели получить в распоряжение более мощные версии двигателей Грей, развивавшие уже не 60, а 70 лошадиных сил. А вот когда смена индекса действительно произошла, грузовички обзавелись и новой внешностью, вместе со слегка удлинившейся колесной базой. Одной из характерных особенностей дизайна стало панорамное заднее окно. Модернизация подвески позволила увеличить грузоподъемность ютов до 410 кг, фургонов до 403. Весной 1958-го линейка Holden Utility и Holden Van была обновлена до поколения FC, которое принесло с собой легкий рестайлинг экстерьера, а также небольшое снижение грузоподъемности, вызванное желанием конструкторов усилить жесткость и прочность кузова при сохранении той же максимально разрешенной массы. Следующая версия фургонов ютов Holden, обозначенная индексом FB, дебютировала в 1960 году. С виду от предшественников эти машины отличались главным образом видоизмененным передком, с новой радиаторной решеткой и более умеренным использованием хрома. Грузоподъемность обеих моделей была заявлена на уровне 365 кг, а вот объем двигателя все той же рядной шестерки Грей увеличился до 2,3 литра, и теперь мощность составила 75 лошадей с крутящим моментом в 163 ньютон-метра. 1,5 года спустя автомобили обновились до поколения EK, которое по сути представляло собой легкий рестайлинг предыдущего. Однако появились и кое-какие новшества. К примеру, вместо старинной вакуумной системы для движения дворников начал использоваться электромотор. А к механической коробке наконец добавили долгожданный автомат – трехступенчатый джемовский Hydra-Matic, который на обычных легковых Холденах предлагался уже пару лет. Эти самые легковые модели еще в 1962 году подверглись серьезнейшему редизайну, однако до коммерческих моделей он добрался лишь в 1963. Юты и фургоны серии EJ стали выглядеть куда современнее, став ниже и шире предшественников, но сохранив ту же колесную базу. Серьезной модернизации подверглась техническая часть, включая тормоза и механическую трансмиссию. Грузоподъемность выросла до полутонны. В списке опций наконец появился опять же долгожданный усилитель руля. Двигатель теперь обладал мощностью в 100 лошадиных сил. Эволюция холденовской коммерческой техники продолжилась в августе 1963 года с дебютом серии EH. На этот раз юты, фургоны и седаны EH поступили в продажу одновременно, представив публике не так уж и сильно изменившийся экстерьер. Самым серьезным нововведением, помимо стандартного усилителя руля, стал полностью новый шестицилиндровый двигатель серии Red объемом в 2,4 либо 2,9 литра и мощностью в 100 либо 115 сил соответственно. Модели серии HD, дебютировавшие в феврале 1965-го, стали длиннее, шире и выше. Мощность топовой шестерки Red достигла 140 лошадиных сил. В
впервые за доплату были предложены передние дисковые тормоза. Стандартная трехскоростная механика все еще оставалась не синхронизированной. Неудивительно, что большинство покупателей предпочитали доплачивать за автоматическую коробку. Тем более, что в списке опций появился новейший двускоростной автомат GM Power Glide. Серия HR поступила в продажу в апреле 1966-го, получив в распоряжение опциональный дифференциал повышенного трения Posi Traction и увеличенную до 145 сил мощность топового 2,9-литрового двигателя. Уже в январе 1968 года в продажу поступили модели серии HK. Это были полностью новые машины, получившие полностью новый современной эпохи дизайн. Колесная база увеличилась до 282 сантиметров. Объем грузового отсека фургонов вырос до 2,5 кубометров, а грузоподъемность обеих версий выросла аж до 685 килограмм. С этого времени коммерческие модели Holden начали относиться к классу полноразмерных легковых автомобилей. Но, несмотря на свою легковую природу, Юты и Вены Holden превратились таким образом во вполне себе серьезные грузовики, более чем способные поспорить с традиционными легкими полутонными пикап-траками. На моделях серии HK впервые начала предлагаться синхронизированная механическая коробка передач. И также впервые на коммерческой технике Holden появился опциональный двигатель V8. 307-й 5-литровый «Шевроле» мощностью в 210 коней. Он агрегатировался исключительно с автоматом Power Glide с рычагом на рулевой колонке. Серия HK принесла с собой еще одно важное нововведение. По аналогии с одноименными седанами и купе, коммерческие модели стали доступны в двух комплектациях – базовой Belmont и топовой Kingswood. Производитель понял, что эти автомобили перестали быть исключительно утилитарными рабочими лошадками. Их все чаще и чаще покупала активная молодежь. К примеру, те же серферы. И по этой причине на Ютах и Венах начали предлагаться ранее недоступные опции, такие как раздельное сиденье, транзисторное радио, кондиционер, а также разнообразные элементы для декорирования кузова и салона. После двух не самых существенных обновлений 69 и 70 годов в июле 1971 на рынок вышла серия HQ Utility, которая стала самой австралийской изо всех ранее существовавших. Пикапы и фургоны получили полностью новый дизайн и содержание, включая новые кузова, шасси, подвески, тормоза и салоны. Колесная база всех моделей увеличилась до 290 сантиметров, что позволило увеличить грузоподъемность до беспрецедентных 736 килограмм и запас грузового пространства фургонов до 3 кубических метров. Также компания впервые начала предлагать модификации кэб-шасси с усиленной и удлиненной рамой, усиленными задними рессорами и собственным дизайном кабины, на которую клиенты самостоятельно заказывали различные типы грузовых кузовов. Эта модель в народе получила прозвище One Tonner, то есть однотонник. При этом ее заявленная грузоподъемность была даже больше – 1,3 тонны. Базовая линейка двигателей на HQ была представлена шестерками Red объемом в 2,8 и 3,3 литра. 8-цилиндровые агрегаты были доступны в двух объемах – 4,1 и 5 литров. В последнем случае мощность составила 240 лошадиных сил с моментом в 427 ньютон-метров. Фургоны и пикапы HQ были доступны с 4 вариантами механических коробок в зависимости от двигателя и с одним новейшим автоматом Tri-Matic. В это время серферская тусовка и прочая активная молодежь начала оказывать на рынок утилитарных моделей все более и более сильное влияние. И уже в 1974-м на излете производства серии HQ в линейку была введена модель, предназначенная специально для этой аудитории – знаменитый Holden Sandman. Именно на таком, но немного модифицированном фургоне ездил Макс Рокотанский, прежде чем превратиться в безумного Макса.
Но в отличие от примерного семьянина Макса, в реальной жизни покупатели использовали фургоны Sandman не только для перевозки серфбордов, вследствие чего эта модель вскоре заработала прозвище Shaggin' Wagon, то есть, грубо говоря, вагон для потрохушек. Примечательно, что собственные версии Shaggin' Wagon имелись и у других местных производителей. Фордовская модель называлась Surfer-U, а крайслеровская, появившаяся в 1977-м, получила имя Drifter. Но ни та, ни другая и близко не могли сравниться по популярности с вагонами от Holden. Sandman был доступен как в форме панельного вэна, так и юта. Обратите внимание на креативный австралийский подход к рекламе. Всем вэнам – вэн, всем ютам – ют. А в этой брошюре Sandman и вовсе обозначается как Son of the Beach, то есть сын пляжа. А совсем не то, что можно подумать, просто услышав эту фразу. Главной особенностью этой спецификации было то, что она была доступна со всеми теми же наворотами, которые имелись у знаменитого австралийского маслкара Monaro GTS, включая 240-сильный двигатель, эксклюзивные яркие цвета кузова, широкий набор виниловых наклеек для декора, спортивный дизайн интерьера и тому подобное. Sandman изначально задумывался как специздание с ограниченным тиражом. Однако он оказался настолько популярен у покупателей, что продержался на рынке до самого начала 80-х. До конца 70-х годов успели выйти еще 3 новых серии коммерческих машин Holden – HJ, HX и HZ. В этот период, по понятным причинам, увеличение объемов двигателей и рост мощности застопорились, и производитель сосредоточил усилия главным образом на улучшении потребительских характеристик автомобилей. К примеру, в конце 77-го на серии HZ дебютировала так называемая радиально настроенная подвеска. По сути дела, это маркетинговый термин, описывающий некоторые перенастройки стандартных подвесок для использования с новейшими радиальными шинами, обладавшими гораздо лучшим сопротивлением качению и прочими характеристиками в сравнении со старыми диагональными шинами. Подвеска RTS наделила всю легковую линейку Holden гораздо лучшей управляемостью, почти схожей с управляемостью европейских авто того времени. Так же, как и в Штатах, в Австралии мировой топливный кризис начала 70-х сильно подмочил репутацию больших и прожорливых полноразмерных автомобилей. А второй кризис, разразившийся в 79-м, окончательно их похоронил в том виде и размерах, в которых они существовали ранее. Поэтому серия ютов-фургонов WB, дебютировавшая в 1980 году, стала последним поколением фулл-сайзов Holden. По большому счету, это был лишь косметический рестайлинг предыдущей серии HZ с некоторыми техническими изменениями. Одним из них стало введение в силовую линейку новейших, более экологичных, иными словами, менее мощных двигателей. Базовым вариантом стала 3,3-литровая шестерка серии Blue мощностью в 96 коников. Топовую позицию занял 4,2-литровый V8, развивавший всего 117 лошадей. В конце 1984 года компания Holden полностью прекратила выпуск классических полноразмерных фургонов и ютов. На несколько ближайших лет единственными пикапами в линейке Holden остались модели серии Rodeo, которые по сути были переляционными версиями грузовиков Isuzu. Продажи ютов Holden были возобновлены лишь в августе 90-го года, но фургоны все-таки остались в прошлом. На этот раз донором послужила среднеразмерная легковая модель Commodore серии VN. Несмотря на это, коммерческие версии ютов обозначались как VJ Utility и не использовали слово Commodore в названии. Эти машины имели колесную базу в 282 сантиметра, на 9 сантиметров длиннее, чем у донорских легковушек. В отличие от всех предыдущих ютов Holden, использовавших рессорную заднюю подвеску, VJ Utility получил пружины на задней оси от универсалов Commodore VN. При этом грузоподъемность пикапов составила весьма внушительные 720 килограмм. Отныне мощность двигателей начала измеряться в киловаттах, но для удобства я буду переводить все в более понятные единицы измерения. Базовый вариант пикапа, предназначенный главным образом для коммерческого использования, получил под капот
3,8-литровый инжекторный V6 мощностью в 170 лошадиных сил и моментом в 292 ньютон-метра. Версия для частных покупателей обозначалась дополнительным индексом S и была доступна с 5-литровым V8, развивавшим 224 силы и 385 ньютон-метров. Такая модель была доступна либо с 5-ступенчатой механикой Borg-Warner, либо с 4-скоростным автоматом General Motors. От базовой версии модель VJ Utility S отличалась присутствием тахометра и раздельных сидений вместо дивана и дифференциала повышенного трения. Именно на этом поколении холденовских ютов впервые появилась культовая комплектация Малу. На языке местных аборигенов это слово значит что-то вроде «шторма» или «грома». Специалисты подразделения Holden Special Vehicles выжили из стандартного 5-литрового V8 чуть больше мощности – 240 лошадей, попутно увеличив момент до 400 ньютон-метров. Также они поколдовали над подвеской и установили 16-дюймовые колеса вместо стандартных 15-дюймовых. Грузоподъемность первого в истории Малу была снижена до 592 килограмм. С 1991 по 2000 год было выпущено еще 3 серии ютов Holden – VP, VR и VS, каждая из которых принесла с собой те или иные технические и стилистические улучшения. Примечательно, что юты VS выпускались с апреля 95 по самый конец 99 и сами по себе были разделены на серии с числовым порядковым номером. В августе 1997 года компания Holden с большой помпой представила новое поколение легковых моделей Commodore VT, которые очень сильно напоминали современные им опелевские Омеги, потому как, по сути, Коммодоры и были этими самыми Омегами, адаптированными для австралийского рынка. Утилитарные пикапы, основанные на этом поколении Коммодоров, дебютировали лишь в декабре 2000-го и были обозначены как VU Utility. Пикапы Holden таким образом вернулись к своим полноразмерным корням, получив колесную базу в 294 сантиметра, то есть на 15 сантиметров больше, чем у соплатформенных седанов. Серия VU стала ярким примером того, насколько сильно изменилась сама философия австралийских ютов, которые к началу 21 века превратились из чисто утилитарных рабочих грузовиков в стильные двухместные легковые авто, обладающие при этом некой способностью возить грузы. Причем способность эта окончательно перестала быть приоритетом, хотя и оставалась весьма внушительной. Даже у горячей версии SS заявленная грузоподъемность составляла 665 килограмм, хотя понятно, что ее главным достоинством была динамика. 5-метровый заднеприводный пикапчик оснащался 5,7-литровым 16-клапанным джемовским LS1 V8 мощностью в 305 лошадей и мог разогнаться до сотни километров за 6 секунд. А усиленная спортивная подвеска наделяла машину вполне себе достойной для пикапа с легкой кормой управляемостью. Очевидно, машины серии Малу были еще быстрее, ведь в их распоряжении имелись 345-сильные версии моторов LS1, обеспечивавшие разгон до сотни за 5,6 секунды и время на квотере в 13,7 секунды. Эти цифры сделали Holden HSV VU Малу самым быстрым автомобилем в мире с двигателем мощностью до 300 киловатт, то есть до 408 лошадиных сил. Несмотря на то, что юты стали превращаться в такие спортивные автомобили с нетрадиционным типом кузова, производитель все-таки не забывал и о тех покупателях, которые все еще хотели использовать такую технику по прямому назначению для перевозки грузов. Так, следующая серия VY, дебютировавшая в сентябре 2002 года, помимо внешнего редизайна, вернула в строй настоящий грузовик One Tonner с колесной базой аж в 320 сантиметров. Вслед за ним дебютировала и 4-дверная версия такой модели, получившая имя Crewman. Этих моделей стало шасси под названием Torque Arm к легковой кабине, в
которой независимая пружинная подвеска и двигатель крепились непосредственно к кузову, была присоединена задняя рама, несущая рессорную подвеску и грузовой отсек. Серия VY также отметилась появлением первого Юта Холден с полноприводной трансмиссией. Новая модель получила имя Crewman Cross 8 и внешне от обычных Крюменов отличалась пластиковыми расширителями колесных арок, появившимся вовсе не для красоты, а из-за увеличившейся колесной колеи. Уже на основе этой модели подразделение HSV представило собственный заряженный однотонный грузовик Avalanche XUV с мотором мощностью в 374 лошадиные силы. Дебютировавшая в 2005 году серия VZ отметилась введением в линейку новейших 6-цилиндровых V-образников Alloy-Tech High Feature мощностью в 238 либо 258 лошадиных сил. Горячие пикапы серии Maloo и Avalanche получили в распоряжение двигатели LS2 мощностью в 404 силы. Кроме того, в этот период было предложено большое количество специзданий, таких, например, как Thunder SS Ute. В августе 2006 года на рынок вышло четвертое и, как оказалось, последнее поколение седанов Commodore, использовавшее новую, разработанную непосредственно специалистами Holden, заднеприводную архитектуру Zeta. Юты, использовавшие эту архитектуру, появились в августе 2007 и были обозначены как VE. Самый слабый двигатель Alloy-Tech V6 на комплектации Omega Ute обладал мощностью в 245 лошадей, тогда как топовая версия SSV получила под капот 367-сильный джемовский L98V8. Именно такая комплектация легла в основу праворульного концепта Pontiac G8 Sport Track, который был презентован в 2008 году и в теории должен был стать духовным преемником Chevy El Camino на североамериканском рынке. К сожалению, марка Pontiac вскоре была упразднена, и Sport Track в продаже так и не появился. К этому времени Holden Maloo серии VE использовал новейший 8-цилиндровый агрегат LS3, который с объемом в 6,2 литра выдавал все 422 лошадиные силы, превратившиеся в 430 к 2010 году. Рестайлинговая версия серии ютов VE вышла в 2013 году, получив модельный индекс VF. Она стала лебединой песней не только для утилитарных моделей Holden, но и для самой компании, о скором закрытии которой родительская корпорация General Motors объявила в том же 2013. Самая мощная версия ютов Holden называлась HSV Maloo R8 и имела в распоряжении 462 лошадиные силы и 570 ньютон-метров момента. Причем к финальному 2017 году эти цифры существенно подросли. Мощность 6,2-литрового компрессорного LSA V8 составила 557 лошадей. Несколько специальных изданий было выпущено, прежде чем производство окончательно остановилось, включая ограниченную серию 2015 года SSV Sandman с 360-сильным V8 под капотом. Последний ют Holden, одновременно ставший последним австралийским ютом, скатился с конвейера завода в городе Элизабет 20 октября 2017 года в 10:45 утра. Им стала модель VF2 SS Redline цвета Light My Fire. Вслед за пикапом выехал красный седан SSV Redline, ознаменовавший прекращение производства автомобилей Holden в Австралии. За 69 лет компания построила в общей сложности 7 миллионов 687 тысяч 675 автомобилей. Пик продаж пришелся на 2005 год с тиражом в 153 тысячи единиц. Можно долго рассуждать о том, как и почему проклятые капиталисты из General Motors похоронили Holden, так же, как и много других легендарных брендов до него. Не стоит, однако, забывать тот факт, что в лету канул не только Holden, но и вообще все местные автостроители, включая Ford, Toyota и Mitsubishi. Одной из важнейших причин именно такого развития событий стал слишком сильный австралийский доллар,
из-за которого было гораздо дешевле привозить автомобили из-за границы, чем строить их внутри страны. Тот же Холден на протяжении многих последних лет держался только благодаря дотациям со стороны государства, которые в последние годы доходили до $10 тысяч за каждый проданный автомобиль. Очевидно, все это не могло продолжаться вечно, и в какой-то момент правительство просто перестало спонсировать убыточный австралийский автопром, и его не стало. Как бы то ни было, но история ютов Холден – это не просто история каких-то там автомобилей. Это отражение самого духа Австралии. Эти машины стали свидетелями и участниками жизни на фермах, в городах и на длинных пустынных дорогах. От первых моделей середины прошлого века до современных сверхмощных спортивных пикапов юты были воплощением практичности, надежности и заводного австралийского характера. Сегодня юты превратились в напоминание о золотой эпохе австралийского автопрома и продолжают вдохновлять автолюбителей по всему миру.